Друзья, вы на канале Иная Реальность, и с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня я хочу поздравить всех тех, кто родился с 15.07 по 30.07. И я хочу сегодня войти в поток наших учителей, чтобы считать информацию о высшем зодиаке Колесница, потому что у людей, родившихся в этот период времени, есть дар, есть миссия. Возможно, это вы, возможно, кто-то из ваших знакомых, близких. Но и также все путники в течение всего года собирают как бы энергии всех знаков зодиака, низшего зодиака и высшего зодиака. Низший зодиак — это наша психология, это 3D-реальность, это наша социальная программа, а высший зодиак — это дар и миссия. Вот когда вы находитесь в поисках своей миссии, своего предназначения, на вас начинает влиять высший зодиак. Поэтому сегодня, дорогие, у нас тут значок группы Беркана. Это группа практиков, которая работает регулярно во вратах по низшему зодиаку и по высшему. И мы будем открывать врата Колесница 24.07. Поэтому пишите в личку, кому интересны жреческие практики. И если вы готовы, мы полетели. Заземляемся ножками. Сейчас пойдет мощный поток. Колесница — это сила, это мощь, энергия прорыва. Очень талантливые люди рождаются в это время. Я беру сейчас из потока учителей основную энергетику этого знака зодиака. Но мы здесь не про астрологию, мы здесь про поток. Поток, который идет к нам в это время года, да, в этот период времени. Итак, базовая энергетика Колесницы. Помогайте мне. Да, Ингус и Эйвас. Какая интересная энергия. Итак, баланс, да? То есть основное слово баланс. И действительно, если наша колесница не в балансе, то быстро она ехать не будет. Дело в том, что колесница — это скорость, это энергия именно быстрого продвижения вперед. И когда цель уже ясна, энергия тоже для этой цели есть, мы начинаем движение. И вот здесь самое главное — взятие на себя ответственности, видение перспектив, высокая точка сборки сознания, понимание своей миссии и предназначения. Здесь человек-канал. Человек явно вот по Ингус — это трансформатор реальности. То есть это потоковая энергетика, прям сразу включается 7-й энергоцентр, как раз с ним и будет работа во вратах Колесницы 24-го. И действительно вот поток шурует, тут прямо у меня по позвоночному столбу сейчас пошли энергии. И снизу вверх, и сверху вниз. Здесь вот кто включается в потоки, тот сразу должен прочувствовать прямо через этот эфир высшие энергоцентры, они очень быстро раскручиваются, раскрываются. И вот позвоночник, энергия вот средины. Здесь очень что-то про баланс и про срединный путь. Посмотрим, что еще. Такую энергию словами не передашь, ее вот желательно чувствовать. Кто из вас уже включен энергетически, тот чувствует. Продолжаем считывать энергетику Колесницы. Лагус и Дагас. Смотрите, это состояние потока. Тут нет сопротивления новому. Здесь человек вот настолько в моменте здесь и сейчас, прямо вот эта практика быть тем, кто ты есть, и быть в моменте здесь и сейчас. Остальное не имеет значения. То есть ты творец своей реальности из состояния «я есть тот, кто я есть», «я в потоке». И здесь полное растворение эго я ощущаю в чувственном восприятии высших сфер.
очень чувствуется напрямую, прям через тело. У меня сейчас идут потоки чувственного восприятия Творца. То есть ты настолько близок к Нему, у тебя нет э, вот как жизнь бесконечная молитва есть карта, вот это про это. То есть вдох и выдох Творца проходят прямо через тебя, через твои энергетические структуры, творя в каждый миг реальность. И вот куда твое внимание, туда и энергия. Вот под Агас мы входим в состояние, куда я обращаю взор, с чем я соприкасаюсь, там моментально рождается целая вселенная. Настолько здесь много энергии, настолько здесь много поточности, и при этом вот все началось с баланса и состояния внутреннего стержня. Представляете? Но это я просто из потока говорю. Сейчас посмотрим дальше, что пойдет. Я описываю энергетику, которая транслируется теми, кто включен в энергетику колесницы. Сейчас идет такая информация, что не обязательно дата вашего рождения должна быть во время этого прохождения, да, по этому знаку зодиака. Но именно если вы мастер, если вы постепенно собираете коды, движетесь по всем вратам звездным, так или иначе вы подойдете к этому моменту неминуемо, неизбежно, когда вы выйдете из колеса сансары, но останетесь во плоти, в физическом плане, вы превратитесь в поточную энергию, которая не встречает сопротивления 3D-реальности. Вот здесь вот идет такая энергетика, как будто бы человек пропускает энергии 3D через себя, они не встречают в нем никакого сопротивления. То есть нет понятия проблема, сложности, трудности, тяжело. Как будто бы вот эта базовая энергия логос, воду невозможно ударить. То есть это некая такая текучая субстанция. Но вот представьте, что вы в воду всовываете руку, а вы просто проходите сквозь нее. Да? И вот здесь вот ощущение человека, который просто проходит через 3D, но он не встречает никакого сопротивления. То есть он не попадает в экстремальные ситуации, он не борется, тем более, да, там за существование. Здесь, знаете, вот эта энергетика, как нож в масло. Он просто проходит. Да, здесь есть такой момент, что ты не можешь выйти сухим из воды, да, то есть ты все равно как бы наматываешь на себя некие коды 3D, да, обрастаешь некими такими обуславливаясь с 3D. Ты все равно эту обусловленность проходишь, но скорее ты влияешь на 3D, чем 3D на тебя. Вот здесь вот как будто бы переворачивается система приоритетов. Вот это важно понимать. И все через гармонию и баланс. Самое главное — гармония и баланс. Кто постиг это, тому не надо это объяснять. А кто еще ищет это в себе, то, пожалуй, он через этот ченнелинг хотя бы на время это почувствует и ощутит. Попробуйте просто войти в мой голос и попробуйте просто пропустить эти энергии через свое тело. И на мгновение вы почувствуете, что это. А потом, как камертон, это будет работать в вас. Но вот это состояние очень хорошо известно тем, кто колесница. Что еще интересно, здесь идет информация. Здесь нет пассивная и активная фаза очень выверены. То есть у колесницы нет вот этого состояния полный транс и как бы ну вот растворенность медитации. Это больше похоже на состояние одновременного пребывания в двух мирах. Это больше состояние наблюдателя. То есть часть тебя наблюдает, часть в трансе, в таком созерцательном состоянии, а часть полностью готова к действию.
И тут даже нет, вот знаете, вот это switch, переключателя. Здесь нет переключателя. Это два состояния, которые находятся одновременно в одном моменте времени. Умение быть одновременно в двух состояниях, вот поймите эту фишку. Здесь нет разделения на духовную, физическую составляющую. Это одновременное пребывание в духе и в теле. Достигается это вот ежедневным тренингом таким. То есть это вот фрикс, все время английский опять сегодня идет, что это как постепенные попытки, как будто бы вы вначале просто подпрыгиваете, подпрыгиваете, вот образ такой идет, как лягушка, вот мне показывают. Вы делаете попытки, вы подпрыгиваете. И потом в какой-то момент у вас уже происходит, как вы зацепились за мир иных сфер какими-то проводниками своего сознания, и больше вы из этого состояния не выходите. Но перед этим вот я вижу, как вот эти вот попытки, попытки, попытки. И, кстати, у многих вот эти попытки очень изматывающими бывают, показывают. Но вам поможет теперь знание о том, что это нормально. То есть это всегда так. Вначале попытки, попытки, они какое-то время занимают, откаты, откаты вот такие вот духовные идут, а потом вы переходите в это состояние. Тотем. Да, дракон воды. Здесь четко считывается эта энергия. Но еще раз хочу подчеркнуть, это вне воды, это вне 4 стихий там, или 5 стихий. Здесь вода как... Мне почему-то идет сердце космоса, материнская энергия. Как будто бы ты на ладонях Матери Вселенной, в чреве космоса. Вот почувствуйте через эти образы. В идеальном месте, в идеальное время, у тебя все есть. Ты имеешь питательную среду. Это как мне почему-то идет молоко, Млечный путь. Здесь все создано для того, чтобы была жизнь. Потому что вода — это жизнь. И вот это вот ощущение жизни в ее текучести, в плавности, которая проходит через все миры, измерения, все времена и поколения, и просачивание вот такое, вот здесь вот через этого дракона воды мне показывают, как сознание может войти в любую мерность, в любое состояние, не только миров Земли. Не только миров Земли. Здесь сознание достигает вот этой галактической, мне почему-то идет все время галактика, Млечный путь. И почему-то я больше вижу молоко, чем воду. То есть это некая питательная среда, некая энергия, сама жизненная сила нашего Млечного пути. И здесь вот сознание обретает галактическую природу, галактический размах. Так. Шестерка монет, десятка мечей, башня и звезда. Миновал тот этап, когда сознание ищет себя в обыденности, как бы
ну вот жить как все. Тут не получается. Тут человек достигает служения через отказ от каких-то любых ценностей, которые ограничивают его. Тут вот принцип свобода. Свобода во всем. И вот качество колесницы — это умение быстро поставить точку, быстро отказаться от того, что пытается тебя удержать от продвижения вперед, от постижения нового и вот своего служения. То есть если у кого-то из вас сейчас такой период в жизни, когда нужна какая-то поддержка, чтобы выйти из каких-то зависимостей, в любом смысле этого слова, сменить картинку своей жизни, перейти на вот прям другой уровень в чем-то, например, там, на другую планку себе поставить и перевести в ресурс какие-то нересурсные состояния, то колесница поможет. Она помогает через очень высокую точку сборки сознания. И вот через 7-й энергоцентр ты просто смотришь на все эти проблемы, и вот еще раз, ты их не видишь. То есть все, что там внизу, то, что там рвутся какие-то нити, что-то там меняется, идут какие-то конфликты, здесь это воспринимается, ну, вообще иначе. Ну, как вот с плана Творца, да? И вот эти тараканьи бега, они как-то выглядят очень мелко. И это уже не больно. Очень легко. Очень легко в этот период поставить точку в чем-то, оторваться. Вот это правда очень легко. И шагнуть в новое. Но не просто в новое, а в то, что истинно поддерживает план твоей души по звезде. То есть душа знает, душа помнит, душа ведома обязательно. И вот вспомнить себя, пойти по своему пути — это прям то. Ну, давайте еще совет. И потом мы перейдем немножко больше к дару. Хотя здесь уже много пошло про особенность вот этой энергии этих людей. 4 воздуха. 4 воздуха. Проницательность, открытие и ясность. Остановитесь и постарайтесь понять тайное значение происходящего. Ну да, вот тут такая энергия посмотреть на обычные вещи, обыденные вещи, как будто бы ты их видишь в первый раз, с другого уровня, с другого плана бытия. Ты посмотришь, и ты увидишь нечто другое. И здесь про истинную природу вещей. Давайте посмотрим дар. Хорошо получается у колесницы изучать, созерцая, наблюдая процессы. Но при этом тут очень мощно идет продвижение вперед. Ну, какое-то вот оно по воде, да, в союзе со своими эмоциями. Так, дар колесницы. Ну вот, конечно, тут Эва, скачущий конь. Движение, информационный поток, скачущий конь между мирами. То есть, да, здесь вот доносить информацию с тонких планов. Паисий — это вообще потрясающая энергия, да. В нем сочетается движение, да, и созерцание. То есть, видите, две полярные энергии. Вот такая интересная, мощный размах и полное спокойствие при этом. Огромная скорость и при этом созерцательное состояние. Очень быстро развиваются эти люди, легко обучаются.
Я думаю, что одно из «но» — это может быть сложно доносить информацию, потому что вообще общение с такими высокими энергиями, оно вербализировать это в принципе, да, как говорить о высоких, да, энергиях, как говорить о вот этих вот ультравысоких частотах. То есть что можно, как вербализировать, да. Но здесь идет такая вот энергетика через тело, через практику, да, вот Паиса, через внутренний путь. То есть это люди немножко не про расскажу, а про покажу. То есть я тебе покажу, как это. Вот в их поле вы просто успокаиваетесь, вы просто легко приходите в баланс. Тут энергия аскетическая. То есть вы вдруг понимаете, что очень мало надо в жизни вообще человеку вот для поддержания физического тела, там, для чего. То есть такая энергетика, ну, может, вы встречали таких людей, то есть суховатая, но мудрая. Вот на первый взгляд как бы суховато, этих людей надо понять еще, да, но внутри море любви, море вот этого чувствования, глубокого чувствования, но оно все глубоко. То есть вот люди глубокие, их дар видеть истину, видеть глубину, видеть суть, видеть блок, видеть какое-то напряжение в вашем теле. Они чувствуют потоки через себя, и я думаю, что прямо исцеление до физики может доходить просто от присутствия. И очень спокойное. Такой вот дар успокаивать эмоции. Так, смотрим еще. Ну вот с донесением информации пока тут посмотрим, какой дар еще. Так, дар. Ержа и опять у нас Эйвас. А тут все энергии останавливающие. То есть они вот останавливают. Вот интересно, колесница, да? Но все по принципу остановись. Вот остановись, побудь сейчас наедине с собой. Кто ты? Зачем ты здесь? Соприкоснувшись с таким человеком, жизнь делится на до и после. Безусловно, тут есть энергия пробуждающая сознание, выводящая его на новый уровень через познание вот сути, своей собственной сути. Видение, естественно, причин, каких-то кармических узлов. То есть причинно-следственные связи здесь все очень хорошо видно. И вот дар видеть истину, истинные причины происходящего. Кто-то тут с кармическими будет приходить, да, моментами к таким людям, кто-то с телесными. Вот я смотрю тут по телу прямо даже очень хорошо. Тут все, вот знаете, психосоматика, вот это вот она хорошо подключается. Сейчас посмотрим еще дар. Возьмем. Все про прошлые жизни, регресс. Ну, то есть хорошие регрессологи. Но здесь как-то вот человека надо остановить, притормозить и как бы глазами вовнутрь, да? Вовнутрь и вверх. Угу. Иерофант. Это как раз про речь. Так, пятерка чаш. Пятерка жезлов. Да, пятерки. И колесница.
это все равно вот здесь больше идет, хоть тут и иерофант, это очень говорливая энергия, но здесь все равно больше про состояние. То есть проводник, вот иерофант как проводник энергии, как жрец, который проводит через себя энергии всех миров. Это мост между мирами. И вот эти вот все пятерки, это перемена. То есть вот сменить состояние человека одним своим присутствием. Тут вот не идет мне много слов, тут может быть один взгляд, пару слов, какое-то прикосновение. И начинается бурное очищение. То есть вот человека прям колбасит. У него прямо вот могут быть потоки слез, может быть сопротивление, он может гневаться, но колесница, она его ведет. Вот ведет через эти страхи, сопротивление, слезы, мудрая энергия такая направляет. Как бы колесница знает, с чем она столкнется. Ее это не пугает. Она как бы воспринимает это нормально. То есть так надо. Так надо, и это такой вот прямо тотальный катарсис в присутствии этих людей. Они обладают какой-то такой силой, вот их слова непререкаемы. То есть вот с ними не поспоришь. Они даже, это просто энергетика. Это не потому, что не можешь поспорить, нечего сказать, просто в их присутствии ничего в голову тебе не придет. Ты потом, может быть, когда-нибудь подумаешь об этом, что ты мог бы что-то, наверное, сказать, но в тот момент ты ничего не можешь сказать. Здесь вот энергетика какая-то. Ну, что ты можешь сказать, если ты смотришь в глаза, допустим, Творца? Что ты будешь ему говорить? Жаловаться будешь ему, гневаться ты будешь. Это все бессмысленно. То есть ты смотришь в глаза Творцов, в глаза истины, да, и тебе нечего сказать, нечем не оправдаться, ничего. И вот это тотальное очищение очень продвигает людей по пути духовного возрождения. Опять вот на обороте четверка мечей. То есть умение видеть скрытое. Скрытое. Вот они прям в душу тебе смотрят. Здесь очень много, кстати, про взгляд, про глаза. Как будто бы не столько речь, сколько вот присутствие и взгляд. То есть даже больше, может быть, человек будет говорить, а вот колесница, она как бы слушатель. Так, дар. И опять звезда, да, благословение. То есть здесь чувствуется, человек проводит высшие потоки. Он благословляет, он направляет. Вот в его устах это благословение высших сил. Он прямо свет, истина и путь. То есть он, если он указывает тебе дорогу, это вот его устами говорят высшие силы. Он проводник этих сфер. И он может очень открыть дороги, сделать тебе благоприятный какой-то вход, переход куда-то, раскрыть твой дар, потенциал. Во-первых, сама колесница очень одарена и талантлива, но здесь нет энергии на показ. Вот нет этого. Но зато те, кто сталкиваются, могут обрести дар, могут реализовать свою мечту, могут встать на путь, могут воссиять, как звезды. У них может быть успех очень большой. А колесница настолько вот как будто к этому и не стремится. То есть радость успехами других людей, благословение других. Вот здесь вот больше это чувствуется. Так, дар. Ну, в общем, наставники. Это преподаватели, наставники, тут прям учителя с большой буквы.
владеющие трансовыми техниками, кармологией. Ну, постаралась вам передать. Дар. Дар расширения сознания. Да, конечно. Конечно. Что такое расширенное сознание? Это высокая точка сборки вашего сознания, это призма, через которую вы смотрите на мир. То есть их точка сборки на порядок выше, чем у других людей. Мы понимаем, что чем мы выше находимся, тем больше нам видно. Да? Вот оно расширение. То есть залезь повыше, и ты больше увидишь. Вот их точка сборки очень высоко, это 7-й энергоцентр, и я думаю, возможно, и выше. Но сейчас мы будем в колесничем работать с 7-м конкретно. И открывать свой личный поток. Отдых – это все релаксационные техники, все с телом, телесные практики. Опять повторюсь, регресс, гипноз, ну все, где пациент, да, допустим, лежит, и вы что-то с ним делаете, с его телом. То есть я же говорю, в их, получается, поле успокаиваешься. То есть мне кажется, даже вот какое-то состояние будет, покачиваешься. То есть ты не можешь, ну как-то хочется все время вот куда-то на травку, на подушечку там. Вот. Очень такая убаюкивающая энергия. Прекрасный дар преобразования. Вот это трансформирующая энергия по 13-му практически. Вот расширение сознания, преобразование, это прямо да. То есть вот он видит эту суть, и он трансформирует человека. Причем это человека он видит прямо вот как пластику, как пластилин. То есть ему преобразовать вашу структуру не стоит ничего. Вам достаточно убрать сопротивление. Но, честно говоря, в их поле сопротивляться невозможно. Очень много гипноза, очень много транса, очень много в глазах. Вот колесница, раскрывайте 3-й глаз. Прямо это ваш инструмент. Да, в ушах зазвенело точно. Идем дальше. Ну и внутреннее равновесие. Мы уже поняли, что здесь все про равновесие и баланс. То есть вы от колесницы выйдете полностью как новая копейка. То есть это будет другая точка сборки, это будет другой человек. Вот если на вашем пути повстречается такой мудрый человек, такой учитель, то прямо принимайте наставления. Это очень мудрые люди. Тут на обороте процветание. Тоже хорошая карта. Умение, да, ресурс добывать. Вот в 3D как бы у них нет проблем с ресурсом, потому что они, ну, все знают про это. У них нет сопротивления, поэтому у них процветание. То есть они из всего добывают это ресурсное состояние. Так, что мы можем еще? Давайте вот отсюда возьмем дар. Такой целительный очень у нас получился. Ченнелинг. Тяжесть мира. Границы нужно отпустить. Это не ваша ноша. Ну, то есть вы понимаете. Катарсис, очищение. Расслабься, отдай. Положи на алтарь Великой Матери все свои кармические наработки, все переживания. То есть вот прям трансы погружения. То есть человек выходит, вот тут катарсис. Как вы понимаете себе это слово? Ну, если кто-то когда-то переживал, я думаю, ему объяснять не надо. Это может быть ведра слез, 3 тонны гнева, но потом это просто отдайтесь такому потоку. И вы выйдете обновленные, легкие, свободные. Потому что колесница – это про свободу. И ты понимаешь тщетность вот этих всего, это очень тщетно, это бессмысленно, это все мелко на самом деле. Из-за чего ты переживал, что ты страдал. Можно любить, радоваться, оказывается. Тут в один момент ты меняешься.
Ну, я думаю, вы уловили. И мы сейчас открываем миссию. Ну, это какие-то все переходящие, конечно, один в одно такие вопросы, но тем не менее, проходя через них, мы где-то пересечения находим, а где-то что-то новое нам учителя сейчас, может быть, добавят. Итак, миссия колесницы. Геба и Манас. Прям. Это человек новой эпохи, человек с открытым сердцем. Открываем сердце, да. Любовь спасет мир. Это все про это. И, конечно, вот здесь вот человек, живущий в гармонии всего со всем. Это тут и про близнецовость могут пойти вот такие вот энергии близнецового пламени, про то, чтобы встретить РД-поток, родственную душу и при этом оставаться индивидуальностью. Да? То есть это как нераздельно и неслиянно сосуществовать в этом мире. Как вот открыться, потому что Геба — это открытая энергия, как открыться этому миру, сбалансировать все сферы, все потоки, все энергии в идеальной пропорции и возвыситься. То есть здесь мощный духовный рост. Сейчас еще проверю. Тут пошла информация, но я ее должна проверить. Еще миссия. Ну, воспитатели, в общем. Воспитываем через любовь, да? Передаем мудрость через любовь, через открытое сердце. Так, миссия. Алькис и Исса. Тут трансляция такого потока идет, что выбор есть у того, кто стал собой, кто обрел свой истинный путь, свою миссию, свое предназначение. И здесь очень много энергии наблюдателей. То есть это такое вот впечатление, вот человек в миру и не от мира сего. То есть в миру он, правда, в социум он встроен, но еще раз подчеркивается, что для него не проблема быть в социуме, быть в миру и при этом находиться в состоянии наблюдателя. Видение. Тут все крутится вот вокруг того, что видение путей реализации и всевозможных вариантов развития событий и владение информацией на очень обширные темы, но и также применительно к конкретному человеку. Вот в нем сочетается миссия видеть глобально, знать глобально процессы, которые идут вообще в целом, но и все-таки относительно к конкретной точке здесь и сейчас, когда требуется решение. Да? Вот с его позиции сделать выбор, принять решение конкретному человеку очень, гораздо проще. То есть он просто дает информацию. Вот его миссия как бы увидеть глобально, дать информацию применительно к вам. Он видит вас как вот пазл в системе. Мы так не смотрим на себя, когда мы изнутри ситуации, а когда вот извне смотришь на человека, то ты понимаешь, что он как бы встроен в колоссальный пласт. И от того, какой выбор он сделает, на самом деле подвинется целый пласт. Вот мы никогда не относимся к своему выбору. Нам кажется, что это наше личное дело, и мы имеем право, да, вот как бы делать все, что угодно. Но когда ты видишь себя встроенным в
целый пласт событий, когда ты видишь, что твой выбор влияет на эти события, вот здесь уже и мера ответственности появляется. И вот я просто к чему так запутанно вас веду, что вот эта свобода, она связана с ответственностью. То есть он даст тебе ровно столько информации, сколько ты выдержишь. Почему? Потому что, дав тебе больше информации, он возложит на тебя больше ответственности, а ты можешь не справиться с этим. Ты можешь не понести такой груз. А вот колесница, она про ответственность за данную информацию. Она понимает, кому она несет, зачем она несет и как эта информация повлияет впоследствии на жизнь человека и через него на глобальные процессы. Вот здесь хочется про это сказать. Миссия. Нулевой аркан. Да, это ожидаемо. Хаос, пустота, потенциал. У вас в руках пустота, и вы вольны творить свою реальность. Да. Это то, что я сказала. Потенциалы всех событий. То есть мы видим потенциалы всех событий через этот план колесницы. Сейчас я обращаюсь к каждому, кто проживает сейчас эти энергии. И у нас есть выбор. Но у нас есть и ответственность. Но мера ответственности зависит от вашей точки сборки сознания. И у каждого ответственность своя. И если при выборе вы руководствуетесь понятием эго, значит это ваш уровень. Но если при выборе вы думаете глобальнее, значит это ваш уровень. Все вот эти глобальные процессы — это уже про высший зодиак. Это уже про миссию. Поэтому обращайте внимание, как вы живете. Вы живете своими проблемами, своими интересами, или вы мыслите глобально и масштабно. Двадцать первый аркан — мир. Да. Это про то, что ты гражданин мира. Ты не можешь не помнить об этом каждую минуту своей жизни. Поэтому миссия, еще раз говорю, глобальная. Здесь действительно колоссальные, вот знаете, энергии задействованы, которые могут колесо истории повернуть. И колесница знает об этом. И куда ее внимание, туда и энергия. Поэтому я призываю людей колесницы, кто пробуждается, кто пробудился, это уже понятно, они не нужны, может быть, и не смотрят это видео. Кто пробуждается, обратить внимание, что от вашего внимания и от вашего отношения к глобальным, еще раз подчеркиваю, событиям мирового масштаба зависит то, какой оборот примет ситуация. А вы знаете, в каком мире мы сейчас живем. Поэтому я ничего не буду сейчас про позитивное мышление. Это не тот уровень. Я про то, что осознавайте, что каждое ваше слово отзывается во Вселенной. Потому что тут пошел масштаб галактики, галактический масштаб. Вот, то есть мера вашей ответственности очень высока. Еще один старший аркан — Солнце. Но могу вам сказать, что часто этих людей назначают на значимые посты. По Солнцу это могут быть и формальные, и неформальные лидеры, но мне здесь идет то, что могут быть реально главы государств, например, или очень влиятельных каких-то структур, корпораций, органов власти и тому подобных вещей, либо социальных образований. Но что бы там ни было, это крупные
организации, это крупные социальные образования. И опять-таки все смотрят на колесницу, все смотрят сюда, какое будет решение, куда пойдет энергия. То есть повышенный интерес обеспечен человеку, который в этом знаке проявляет себя по высшему зодиаку. Обязательно будет успех. Это социальный успех, это повышенное внимание к вам, может быть. Либо к тому человеку, кто сейчас впитает в себя через этот эфир коды колесницы. Миссия. Тройка огня. Активность, соблазнение, завоевание. Иногда стоит отбросить сомнения и действовать, несмотря ни на что. Главное – идти. Ну, лидерство и видение вариантов развития ситуации. Тут и по Солнцу было видно, что это лидеры. Это люди, которые берут на себя ответственность, принимают решения и действуют первыми, а за ними уже идут остальные. Они те, кто указывают путь. В тот момент, кстати, когда вот по нулевому везде хаос, неразбериха может быть, в этот момент люди-колесницы принимают важные решения. В тот момент, когда все остальные мечутся, они мыслят глобально. И они видят варианты, и даже не один. В то время, когда другие вообще не видят для себя ни одного варианта, либо те варианты, что они видят, их совершенно не устраивают. А колесница видит эти варианты. Вот такая миссия. Даже на обороте у нас кармическая справедливость, восьмерка. Еще раз подчеркну, что часто это законники. По кармической справедливости люди власти, люди закона. И сейчас давайте еще вот одну карту вот отсюда, и я вам подскажу, как раскрыть в себе энергии колесницы для всех, для нас. А сейчас еще одну карту возьму. Миссия, да? Пусть подскажет. Дети Солнца, внутренний ребенок, нежность, невинность, редкий дар. Это вообще мощная карта Дети Солнца. Она говорит о том, что это целый такой вот звездный поток людей. Это новое семя, новое племя. А тут даже вот и Солнце, 19-й аркан. То есть это Дети Солнца, это те, в ком сильна энергетика Солнца. Это первопроходцы, первооткрыватели, и это, знаете, люди нового времени. Вот, поэтому миссия их открывать. Видите, тут открыт портал. Вот это первые, кто войдут в иную реальность, и за ними пойдут остальные. Поэтому вы понимаете, насколько здесь большая миссия. Все, кто вот солнечные, у кого солнечная миссия, в ком проявлен аспект именно Солнца, солнечной стихии, лидерские качества, здесь это да. Но обратите внимание на баланс. Да? Водная энергия, такая лунная, трансформирующая, и Солнце. Да? То есть тут абсолютный баланс, мощная энергетика. Ну и нам совет пусть дадут высшие силы, нам всем, кто хочет раскрыть в себе дар колесницы, кто хочет раскрыть седьмой энергоцентр, кто хочет осознанно пройти врата колесницы с 15 по 30, трансформирующие энергии к нам идут. Над чем работать в первую очередь? И, конечно же, Лагус. Лагус и Перт. Раскрытие парапсихологических способностей. Опять здесь про всю женскую вот эту историю. 2-я чакра, 4-я чакра, 6-я чакра, да? Раскрытие парапсихологических способностей. Магических способностей. Дара, который есть у вас, безусловно. И через это
вы войдете совершенно в другое состояние, и ваша жизнь изменится навсегда. То есть вот про, ну, такое измени себя, да, изменится твоя жизнь. Ну, тут про истину, раскрытию истины в себе, истинных способностей своих. Так. И еще, знаете, про то, чтобы мы пошли навстречу этому, потому что здесь недостаточно, здесь нужно что-то еще сделать, потому что лагус– это пойди в это, откройся, сделай что-то, войди. То есть без твоих шагов, без твоего продвижения, ну, правда, по волне, по любви, да, то есть вот не через боль, страх, а через любовь, да, но пойди в это, пойди в эту любовь, войди в эту, ну, вот в эту реку, да, своей судьбы. Это новая судьба. Опять перт. Торисас. Ну, торисас– это запрет. Это запрет на проявление даров, талантов, у кого-то просто даже чувств. Нет соединения, допустим, с эмоциональной, чувственной частью себя. То есть, смотрите, на разных уровнях же мы все находимся, да, у каждого что-то свое, но проследите, пожалуйста, от просто понятия стихия вода, как вы с ней, да, контактируете. Далее это чувство, эмоции, второй энергоцентр. Посмотрите, в каком состоянии. Дальше сердце, принятие себя таким, какой я есть. Ощущение вот это вот, где заканчивается безусловная любовь и начинаются мои границы. Да, вот состояние комфортное, защищенное в присутствии других людей, когда ты можешь не бояться и проявляться. Раскрытие парапсихологических способностей. Здесь могут быть кармические моменты, связанные с тем, что душа когда-то владела большими знаниями, был колоссальный дар магический. Поперт здесь могут быть даже допотопная цивилизация может здесь быть, потому что перт это очень глубинные, скрытые и потаенные знания. Это как, знаете, вот, например, люди-хранители знаний, да? И вот по Турисас здесь есть запрет, то есть, возможно, какие-то были тайные знания, очень обширные, колоссальные, глобальные. И до поры до времени они были закрыты. Да, вот был такой период закрытия. И сейчас уже можно, время пришло, да, можно открываться. Но в вашем сознании эта часть блокируется еще до сих пор. Поэтому запрет на проявление парапсихологических способностей, сверхспособностей, магического дара, он может быть. Как этот блок снять, я приглашаю вас на нашу практику во вратах колесница. Именно с этими блоками будем работать. И как записаться на практику, пишите в личку, или же под этим видео вы найдете ссылочку на звездные врата. Там будет, правда, ссылка на врата 0808 для первой орбиты, а это практика для второй орбиты. Но все мои контакты, и там есть и как проходит практика, вы сможете там прочесть. А уже непосредственно потом мне напишите в контакты, и я вас добавлю в группу. Идем дальше. Над чем работать нам? Опять туз чаш. Ну, масло масляно, да, эмоции, вода. Медитация, водная трансформация. Возьмите, у меня есть в свободном доступе, есть в закрытом доступе. Еще в закрытом доступе интересная медитация у нас с китами и касатками по второй чакре очищения сексуального энергоцентра. Вот прям хочется вам. Я, кстати, делала ее на днях, прямо захотелось. И чувствую, что прямо вот она шла подготовка к проведению этих врат. Почему меня потянуло на воду. Угу. Еще у нас сейчас полнолуние, суперлуния как раз случилось, и мы все такие вот в энергиях этих. Так, кармическая справедливость. Над чем работать? Вы должны привести в баланс и равновесие все аспекты своей
сущности, сути всех вещей. И вывести на сознание тот самый кармический блок, который препятствует раскрытию вашего дара, вашего магического потенциала. Здесь есть, смотрите, ряд воплощений, ряд жизней, где вы пытались постигать противоположный опыт. По практике у меня вот, например, как идет. Часто люди с такими способностями, они некоторые жизни проживают, уходя в сверхспособности и лишаясь при этом семьи и социума. Да, они уходят вот в магию свою, да, и при этом они одиночки. И другие жизни они проживают наоборот, выбирая семью, выбирая социальную реализацию, но страдая, потому что магический дар не проявляется, начинают разрушать физическое тело. И вот обратите внимание, что нужно выгружать программу, которая постоянно заставляет вас отказываться от чего-то во имя чего-то. То есть научитесь сочетать в себе, еще раз повторюсь, что у колесницы есть способность проживать в 3D-реальности и при этом находиться в состоянии наблюдателя, общаться с высшими силами. У вас есть эта способность, и вам не нужно ни от чего отказываться. Вот это вы должны понять. Тройка монет. Люблю эту карту. Это прямо, знаете, умение быть в полной гармонии с, вот как дух, душа и тело в единой вашей сути. То есть ваше тело – это магический инструмент. Вот это вы должны понять. Ваше тело – это магический инструмент. А через него говорят высшие силы. Поэтому вот тройка монет – это вот как договор, некий сговор, некий контракт, на который пошло ваше тело, ваша душа и дух. Это вот про это. То есть они сумели в вас договориться, сумели. Выведите на сознание, они не должны спорить между собой. Здесь полная гармония, баланс духа, души и тела. То есть еще раз расшифрую, если еще есть какие-то у вас затыки, что надо отказаться от чего-то во имя чего-то, то есть запустить тело, например, во имя там чего-то, да, или пойти слишком там, наоборот, в телесное, да, там, в мирское, но отказаться там от духовного. Короче, у вас должна быть и душевный баланс, да, гармония, и духовный, и физический. Потому что это ваш дар – соблюдать равновесие. Так, и еще над чем работать? И девятка чаш, да. Жизнь и состояние радости и счастья. То есть делайте то, где вы счастливы, где вы получаете истинное наслаждение, удовольствие. Но вот тогда вы будете, видимо, и телесно, и душевно, и духовно насыщены. То есть тут по Турисас, понимаете, мы что-то отсекаем, мы что-то убираем, мы что-то запрещаем. Не может быть как будто бы полноты. Вот у нас же даже нас учат так, что не может быть человек всесторонне счастлив. Обязательно что-то должно быть не так. Ну не может быть, да? Но у колесницы может быть. И не может быть, а должно быть так. И у вас так должно быть. То есть вам подвластно то, что не подвластно другим людям. И на вас смотрят все, чтобы взять у вас эти коды, эти ключи гармонии и баланса. Вот проведите через свою жизнь, не отказывайтесь ни от чего, в полноте, в радости, в счастье, проживите свою жизнь, и вы очень многим поможете. Вы как будто бы создадите вот этот рецепт счастья, гармонии, любви. И еще одна карта, над чем нам работать в первую очередь. Хираэт. Тоска по дому, стремление к звездам. Это карта про то, что помните,
что время еще не пришло, что когда-нибудь вы вернетесь домой. И очень сложно колеснице находиться вот в мире людей, когда она видит звезды. То есть колесница, она способна видеть свет звезд, воспринимать божественное, нетварное. И это очень тянет. Это очень тянет. И вот здесь вам как бы говорят, над чем работать, заземляйтесь. Помните, что ваша душа выбрала это воплощение. Вы человек, вы жрец, учитель, лидер. Проживите вашу жизнь достойно. Оставьте что-то, какой-то вот важный след. Это вообще про след. Вот даже вот вижу колесница, да, и вот она оставляет за собой след, тропу, по которой пройдут другие люди. Поэтому помните о звездах, помните о доме, стремитесь к ним, но оставайтесь человеком. Ваше время пока быть здесь, среди людей. Наверное, для колесницы это самый большой урок, самое большое испытание – это оставаться человеком. Слишком сильны в них вот эти вот полетные энергии. Прям здесь показано вот это вот галактика, Млечный Путь, вот это вот движение звезд и маленький человек, который смотрит, и это его завораживает и уносит куда-то. Но это не ваша миссия. Она у вас в другом. И я еще раз призываю вас проводить практики вместе с нами, с группой Беркана, во вратах колесница в ближайшее время. И еще хочу сказать, что через 30 минут выйдет мой эфир, где я передам вам поточную практику, которую мне дали несколько дней назад учителя, как за 2 минуты воспроизвести состояние «я есть тот, кто я есть» и быть здесь и сейчас. Если вас интересует эта тема, приглашаю на эфир. Через полчаса он пройдет на моем канале. Благодарю вас за внимание, мои дорогие друзья. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.